Это очередная серия по постройке Волгатти. Для тех, кто не в курсе, Волга плюс Бугатти. В предыдущих сериях было проделано очень много работы, и уже в этом выпуске мы накинем кузов Бугатти на донора. Но обо всем по порядку. Приятного просмотра. Тогда хватило денег только на половину Бугатти, а в гараже еще осталась Волга отца. Так, основная загвоздка в том, что дверной проем у Волги 90 сантиметров. Соответственно, облицовка примерно такая же, но в нашем проекте, в концепте, дверь, в раза полтора длиннее. И если мы возьмем две эти облицовки, эта часть нам никак не подходит. Поэтому надо немного схитрить. Для этого мы взяли две облицовки дверей от Волги и при помощи подручных средств выставили их в одной плоскости. Благо, форма тут предельно простая, и горизонтальная линия идет строго прямо, без наклонов, изгибов и переходов. В итоге мы имеем правильную форму облицовки двери, абсолютно такую же, как и была на Волге по заводу, но в 2 раза длиннее. Все отверстия и стыки проклеиваем металлизированным скотчем. В итоге имеем вот такую панель, с которой мы снимаем матрицу, а после выполним эту деталь из стеклопластика. Да, можно было, конечно, вывести основу в идеал и откатать уже максимально качественные элементы, но мы понимали, что их придется еще не раз подгонять, и правильнее будет довести их до идеала уже после монтажа, когда они будут закреплены на кузове и подогнать со всех сторон. Поэтому скотча для заладки отверстий на данном этапе вполне достаточно и оправдано. Тут все делается по старой схеме. Сперва разделительный состав, затем гель-коут, пару слоев стекломата, пропитанного полиэфиркой, и спустя пол-андрея дня имеем готовую матрицу. Поскольку эта матрица нужна нам на один раз, мы решили не делать ее супер жесткой и сэкономить немного материала. А для того, чтобы она наверняка держала форму, делаем импровизированный силовой каркас из монтажного клея и 2 кусков пеноплекса. Для наших целей такой жесткости вполне хватит. В итоге мы имеем зеркальную форму необходимой панели, а это значит, что уложив в нее стекломат и пропитав его смолой, мы получим точную копию панели, которая была сделана из 2 дверей Волги. Вот так это и работает. Тут используются те же материалы в той же последовательности. И спустя день мы имеем 2 одинаковые панели на левую и правую стороны. Выглядят они вот так. Пока Андрей занят в гараже, я также не сижу без дела. На данный момент занят тем, что разбираю модель на части, для того, чтобы начать 3D-печать решеток заднего бампера. И скажу вам, что тут не все так просто, поскольку для меня это новое занятие. К слову, современный человек за свою жизнь в среднем меняет профессию 6 раз. Взять, например, меня. До того, как найти занятие по душе, чем я только не занимался. Если и вы задумываетесь, что пора найти что-то новое и с хорошими деньгами, то самое лучшее решение IT. А самое востребованное направление в IT – Data Science. Это анализ и обработка данных и все, что связано с нейросетями, которые сегодня применяются везде, от беспилотных автомобилей до космических спутников. Средние зарплаты специалистов 250-300 тысяч рублей, а спрос с каждым годом только растет. И освоить такую профессию может каждый. Ваш возраст, образование и опыт не важны. Смените нелюбимую работу на интересную, а главное актуальную профессию. Я рекомендую курсы по Data Science от Skill Factory. Здесь вас ждет максимум практики, занятия с экспертами из Яндекс, Nvidia и Эора, помощь и поддержка ментора и индивидуальная подготовка к трудоустройству. Удобное время и темп обучения вы выбираете сами. Можно идти быстрее или медленнее группы и совмещать занятия с работой. Курс прошли более 6000 человек, и многие оставили свой отзыв на независимых площадках. В общем, прямо сейчас переходи по ссылке в описании, оставляй заявку на обучение и меняй свою жизнь к лучшему. А по промокоду ТОПОР в честь Черной пятницы до конца ноября действует скидка в 50%. Торопись. Надо убрать телефон. Звонки отвлекают вас от работы, мешают вам. И тут начинается самое интересное – монтаж и подгонка панели. Понятное дело, что дверь от Форда никак не подходит к крылу от Волги, но она нам нужна исключительно как силовая основа, которую мы обернем новой облицовкой. Для этого край двери безжалостно срезаем. Он не несет никакого функционала, но сильно нам усложнит жизнь при подгонке. После того, как дверь подрезана, накидываем ее на кузов.
Следующим этапом прикладываем стеклопластиковую панель. По черновому прихватываем ее саморезами и берем в руки болгарку. Делаем сквозной прорез, в итоге отрезана крайняя часть стекломата и крыла Волги. И мы имеем идеально подогнанный стык двух элементов. На данном этапе это уже становится похожим на кузовные панели. Для чего мы обрезаем крыло? Именно крыло, а не дверь. Потому что если мы начнем резать дверь, то у нас радиус открывания начинает меняться. То бишь, есть центр, точка, на которой открывается дверь, совершая какое-то радиусное движение относительно крыла. Если мы оставляем токи, как оно было, соответственно, у нас центр вращения смещается, то, что нам и не надо. Поэтому, если этого не сделать, то получится так, что дверь соприкасается с крылом, потому что мы нарушен радиус вращения. Поэтому, для того, чтобы этого не произошло, мы режем крыло, подгоняем его под эту панель, сохраняя центральную точку вращения. Получается все как в заводском варианте. Но это не точно. Конечно, такой грубо отрезанный острый край никуда не годится, поэтому загибаем его и делаем кант, исполнение которого уже больше похоже на заводское, а стеклопластиковую панель будем дорабатывать в дальнейшем. Наверное, у многих будут вопросы по поводу качества этих кузовных элементов. Так вот, на данном этапе мы просто делаем общую форму. Когда все будет подогнано и выведено по пропорции, мы планируем снять с них матрицу и отлить эту кузовню из стекломата. Итак, у нас есть панели, которые плавно переходят от передней части Волги к задней части Бугатти. А это значит, что самое время заняться кузовом Бугатти. Андрюха, по-моему, ты какую-то херню придумал. Нахрена собирать здесь матрицу, когда она в проем не пройдет? Валера, не дури голову, я вырос в этом гараже. Сейчас соберем ее, и она залетит отсюда, как дети в школу. Ну хрен его знает, я, конечно, помогу тебе, но мне кажется, все это херня. Придется разбирать тебе ее по новой. Валера, харе давай гайки крутить. Не так легко ее таскать со стороны в сторону одному. Так одно вопрос, давай. Но слушай, если она не пройдет в дверь, то будешь ты ее сам один разбирать. Договорились? Бля, не проходит. Хрен его знает. Может, с другой стороны попробовать. Может, с другой стороны пройдет. Андрюха, я уже вижу, как ты разбираешь матрицу по частям. Но я же говорил. Бля, херня какая-то. Я был уверен, что она пройдет. Надо по новой проем замерять. Ну по ширине все проходит, давай замерим по длине. По длине проходит запасом, странно. Почему не получается? Бля, она меня конкретно запарила. Давай ее сиганем наполовину, тогда точно пройдет. Как вы поняли, матрицу пришлось разобрать и собрать заново в соседнем помещении, в котором есть широкие ворота. В итоге мы ее перевернули и зафиксировали ширину одной распоркой, на всякий случай. Тут такая же история, как и с панелью для двери, поэтому вкратце. Итак, наша матрица уже собрана и готова для нанесения разделительного состава. Теперь мы уже будем использовать воск, наносим 5 слоев, каждый последующий слой располировываем. Погнали! Воск – это разделительный состав. Для того, чтобы после нанесения всех слоев мы без проблем достали эту большую и сложную форму из матрицы. И тут приходится действовать по технологии, а конкретно нанести 5 слоев воска. Итак, что потом? Когда воск уже подсох, располировываем его мягкой ветошью. Чего? Когда слой воска уже подсох, располировываем его мягкой ветошью. А, понятно. Воск надо хорошенько располировать. Как говорят авторитетные люди, мягкой ветошью. Итак, что идет следующим этапом? Следующим этапом наносим гель-кистью. Точно? Следующим этапом наносим гель-кистью. Первый слой – это гель-коут. Грубо говоря, специальный грунт, который и будет лицевым слоем нашего кузова, после того, как мы достанем его из матрицы.
Что насчет следующего шага? Следующим этапом приступаем к нанесению стекломата. В отличие от матрицы, толщину будем набирать уже за один раз. Будем использовать 1 слой 300, 3,450 стекломата. Предполагаемая толщина изделия у нас должна получиться около 3 мм. Поехали. Я сначала подумал, что задняя часть так и будет из пеноплекса. Как выяснилось из комментов, не все поняли логику и последовательность изготовления кузова из стеклопластика. В первую очередь был сделан кузов из пеноплекса, поскольку это легко обрабатываемый материал. Мы получили точную копию оригинального кузова и сняли с него слепок. После этого пеноплексовая болванка нам не нужна, поэтому мы ее и выкинули. Когда мы получили матрицу в виде вот этой шкарлупы, мы уложили в нее стекломат и получили уже точную копию кузова. Точно такую же, как делали из пеноплекса, но уже из стеклопластика. Этот процесс вы видели уже несколько раз. Предлагаю долго на нем не задерживаться, а перейти к самому интересному – распаковку матрицы и получить уже наконец крепкий кузов из стеклопластика. И вот, к слову, несколько кадров к вопросу о прочности этого материала. Ну а дальше выкручиваем полсотни болтов и приступаем к распаковке. Тут наглядно видно, для чего кузов делился на несколько составляющих и зонировался именно таким способом. В итоге такая сложная цельная форма без проблем разбирается, и мы имеем готовый кузов, который осталось завести в другую мастерскую за 10 километров отсюда. Но предварительно срезаем все излишки и хвосты стекломата, после чего шлифуем самые острые места. Делается это именно сейчас, для того чтобы безболезненно переносить кузов руками с места на место. Если вы хоть раз резались или загоняли себе занозу из стекломата, то вы прекрасно нас понимаете. Вообще, на мой взгляд, кузов из стеклопластика вполне достойная технология. Одно из главных преимуществ, так это то, что такой кузов никогда не сгниет. К слову, эксперименты с пластиковыми автомобильными кузовами велись уже в 1950-х годах, а первым серийным автомобилем с кузовом из стеклопластика стал Chevrolet Corvette в 1953 году. Представьте, уже 70 лет назад. Но, конечно, у этого материала есть и минусы. Но эта тема прям для отдельного ролика. А конкретно в нашем случае это очевидный, простой и правильный выбор. К слову, через этот проем в будущем нам предстоит выгнать буханку. Если у кого есть на примете грузовой вертолет, скиньте контакты. Хочется уже увидеть финал. Тогда будет понятно, думаю, ворон он или буйвол. Да, действительно, на данный момент это больше похоже на буйвола, но забегая вперед, скажу, что все-таки вышел ворон. Вот небольшой спойлер. В общем, мы определились с названием, и это Волгатти Ворон. Я обещал награду за лучший вариант названия, и уже в следующей серии мы проведем аттракцион невиданной щедрости. Думаю, не стоит объяснять, что все это очень затратное дело, которое делается по фану, и по понятным причинам такие проекты существуют только если их смотрят. Поэтому огромная просьба помочь с распространением этого ролика. Самое главное — поделиться им где угодно. Лайк, подписка и длинный коммент также очень важны. Машину максимально вперед и скинем крышку багажника и примерно уже что посмотрим. Кстати, учитывая, что у нас задняя часть будет не особо зафункционирована, мы здесь можем ребята разместить. Слушай, так нормально все. Смотри, мы жопу просто срежем вот так вот, да? Я сабельная пила, сейчас отхерачим с вами будем. Держи, держи. Она очевидно, что за длинная. Короче, в любом случае предлагаю писать от колес и арки. Потому что задние колеса мы переносить не будем. Я надеюсь. А крышу? Крышу режем и кладем ниже. У доктора Лиг бы сейчас взять этот Волгат.
Теперь надо понять, что у нас здесь останется. То есть колесо сейчас по арке, даже еще надо вперед подвинуть. Чуть-чуть, да? После по арке. Вот так вот, Да. Вот сейчас правильно. Самое смешное начнется, когда они попытаются поженить две половинки кузова и поймут, как промахнулись в размерах. И у нас крыша с капотом спущается. Ну, типа так вот должно Чего? получиться. Да она в Бугатти стопудово такая есть, там сидишь, вот такая вот фигня для осмотра. Ну да, да. Чего? Это вполне может быть допустимый проем стекольный. В танке, короче, Я Т-72А и Т-72Б, то там вообще такая вот крыша. Полоски вырезать А зачем? и сузить форму. Ну мы от поставок тогда избавимся. Ну и Вот это потеряем правильно. внешний вид машины. Я тебе скажу, что, Андрюха, ты не прав, посмотри в створе. Она как раз, как нарисована у нас в концепции. Бугатти съела Волгу. Да. Вот это все мы сведем порог плавно, и все будет красиво. А сузить это... Сузить это вам не разузить, так что... Слишком простое. Убрать, допустим, Ну да, 5 да, сантиметров. да. Возможно. свести. Мы можем здесь вот кусок этот выкинуть, ну, Да. эту рамку опять варить. А там все нам не нужно. Если мы там будем делать каркас из труб, ну, конечно, завяжемся и к стойкам, и к Нам стаканам. надо усиливать весь пол полностью вот здесь. Иначе он сложится. крышу. Надо завязаться к этой стойке, то есть, ну, вот как делают, да, в Крест просто. корчах, да, туда стойка, туда на стакан, и все, ну, то есть, ну, и это, конечно, крестом завязать. В принципе, тут такая работа, что выкидывать полпробы и просто уже подгонять под это. Ну, в принципе, как мы и хотели. Короче, будет то, что будет.